50-50, you might get me, might get married to my own pity. 50-50, you might be right, I might have the worst night of my life. Do you believe in miracles? You never heard me sing. You're gonna be a convert when I hit that high seat. It's something so unholy, they never stood a chance. I'll make them all believers by the time I hit the bridge. Всем привет, привет. Меня слышно? Криптокря. Тони, сколько смотрю твои видео, просто сделки никак не могу понять, как ты так точно валидируешь зоны, от которого будет разворот. Может, как-то по-другому нужно график мне начать смотреть. Все просто, скажу вкратце. Все это движение, это алгоритмическое движение. Так как это алгоритм, любой алгоритм, он состоит из паттернов, то есть повторяющихся паттернов. Вся фишка в том, чтобы научиться читать эти повторяющиеся паттерны. Эта концепция называется вообще-то IBDA. Interbank Price Delivery. То есть, сейчас я минутку напишу тут. Все ценовое движение происходит внутри вот этого цикла IBDA. Так, IBDA. Это межбанковская, это алгоритм межбанковской доставки цены. То есть, если вы поймете, как работает этот алгоритм, то ничего сложного не останется. Он состоит из всего лишь 4 циклов. 4 цикла. И эти циклы, они между собой чередуют. Самое сложное понять, по каким правилам происходит эта череда, то есть как они меняются. Какой цикл приходит за одним, а потом какой приходит за этим, что приходит за другим и так. То есть поэтапность этих циклов.
И это все связано с ICT-концепцией. Если понять этот цикл, то ничего сложного не останется. Все студенты, кто приходил ко мне на обучение, у всех была, в основном, было одно общее. То есть у них была база ICT, но не было системы. То есть они не могли системно использовать всю концепцию. То есть они знают, что такое ордер-блоки, знают, что такое имбалансы, знают, что такое ERL, RL. Некоторые знают даже концепцию MMXM, Market Maker, модели маркетмейкера. Но как это работает и как их надо использовать в совокупности, и как они чередуют друг с другом, как они комбинируют друг с другом, это нигде этому не обучают на самом деле. Этому обучают только в приватных курсах, если есть какие-то адекватные, лояльные менторы, они могут обучить им. Но если говорить по своему опыту, я покупал курсы, меня никто этому не обучал. Ни в одном курсе я не видел это. К этому пришел сам через английских трейдеров, то есть западных трейдеров. Смотрел их уроки, один элемент, второй элемент, и так постепенно складывался пазл. И поэтому, когда ты уже поймешь, как вот этот весь цикл работает, да, я могу тебе объяснить, начиная с годового цикла до потом месячный, недельный, дневной и заканчивая часовой, минутный. Я могу тебе все движение растолковать и объяснить, почему, откуда, куда. Суть именно в этом, понимать все движение, откуда, где и куда. В менторшипе я именно этому обучаю. Суть именно в этом, чтобы не просто торговать какие-то паттерны. Я покупал курсы, меня обучали торговать по паттернам. То есть ты должен ждать, как рыбак у реки, когда клюнет, а когда не клюнет, понимаешь? А торговля по паттерну именно так и есть. Когда сформируется какой-то паттерн, допустим, вот здесь сформирован паттерн, сейчас напишу, 3 drives pattern, то есть 3 drives pattern. Вот здесь сформирован. Что это такое? Это когда один за другим формируются higher high. 3 higher high должны сформироваться. Вот первый high, вот второй и третий. И только после третьего происходит разворот. Вот видишь, меня учили, на одном из этих курсов учили торговать по таким паттернам. Там несколько паттернов есть, они называются паттернами разворота. Но ты должен сидеть перед графиком и ждать, когда сформируется это. Понимаешь? Ты не должен отходить от графиков. Вдруг ты отойдешь в туалет, и паттерн сформировался, и ты провтыкал этот момент. Все, и потом опять жди часами, когда это будет готово. Это меня не устраивало. Поэтому я начал дальше еще углубляться, пока не добился полного понимания вот этого ценового движения. Всего. На это, конечно, ушло немало времени, но если сравнить мой путь, сравнивать с другими трейдерами, которые поняли, да, у меня он получился гораздо короче. То есть я за 2 года от начала своего пути, вот до этого момента, я уже в течение до полтора либо год ушло времени, чтобы понять весь этот цикл. Но объем информации, который я перекопал, это нереально большой объем. Допустим, вот у меня всего лишь 2 года опыта, но я могу тебе полностью рассказать полную концепцию, из чего состоит ICT. Помимо ICT я еще изучил квартальную теорию, как работать по квартальной теории, обучался еще по торговле Вайкофу. Понимаешь, я недавно общался с одним трейдером, у него
опыт в трейдинге 14 лет. 14 лет, но все еще не может системно торговать, сложно ему дается. У кого-то вот разные пути, у кто-то находит более короткие пути. Вот мне повезло, благодаря, опять-таки, не мне это благодаря Господу, Он мне указал короткий путь, и по этому пути Он меня вел. Все это, я считаю, что это от Господа. Не от меня. Я бы вообще, от меня здесь, моих усилий минимум. Если бы Аллах не показал мне короткий путь и не вел бы этим путем, я бы, наверное, тоже потратил бы кучу времени здесь. Hi, Sayadin. How are you, brother? I'm glad to see you here. Окей, начнем наш, давайте, недельный рекап. Так. Начнем с недельного графика, недельного таймфрейма. И постараюсь объяснить. Так, сейчас это отключим, это включим, здесь это отключим. Тоже временно отключим. Так, удалим. Это прошлая неделя наша была. Вот, мы закрылись, наш недельный байс был ясен, что следующая неделя будет бычий. Вот. Это предыдущая неделя, она закрылась над хаем, над максимумом этой недели, поэтому по отношению к новой неделе, то есть к текущей, у меня байс был лонговый. И мы здесь... Я сначала вообще думал, что неделя будет... В прошлом рекапе говорил, что мы будем находиться в начале недели внутри рейнджа предыдущей недели, потом уже сделаем пробой после манипуляции. Но нет, мы открылись с Envogом, New Week Opening Gap здесь был, и неделя сразу стартовала отсюда. Итак, перейдем на 4-часовой таймфрейм. Сделаем вот так. Вот это наша неделя, да, прошедшая неделя, то есть не прошедшая, предыдущая неделя. Так. Вот. Здесь нужно понять одну самую важную вещь. Всегда мой совет вам. Вы должны понимать, что происходило в прошедшей неделе. Какое было ценовое движение. Что у нас было. Да? Если делать анализ, смотрите. Здесь у нас было вот начало месяца, октябрь. Вот цикл октября. Здесь начало было. Здесь у нас произошло, на первой неделе была аккумуляция. Потом внутри этой же недели мы сделали манипуляцию. Здесь была аккумуляция. И после манипуляции по циклам PO3 или IBDA циклам, после манипуляции всегда приходит дистрибуция. То есть фаза дистрибуции началась уже здесь. Это была дистрибуция. Но внутри дистрибуции мы сначала как? Мы здесь сделали разворот. Затем эта неделя, она опять была в консолидации. Вот тут. Аккумуляция, консолидация. Сделали манипуляцию еще раз. Собрали всю ликвидность с sell сайта, с дискаунта. Затем опять пошла дистрибуция. Это циклы, если смотреть через PO3. Аккумуляция, манипуляция, дистрибуция. Да? Вот наша аккумуляция, здесь была манипуляция, дистрибуция. Вот здесь, вот она. Затем опять мы здесь формируем аккумуляцию. Вот она. Аккумуляция. Происходит манипуляция. Здесь был, если вы помните, был выход новостей CPI. На фоне новостей мы сделали манипуляцию. Снизу. И тут началась фаза дистрибуции.
Вот опять дистрибуция. А вообще это общее движение, это внутри фазы месячной дистрибуции происходит это движение. Да? Теперь мы здесь остановились. Где цена остановилась? Она остановилась в фазе дистрибуции. Неделя. Мы тут закончились. И новая неделя опять начинается, смотрите, с новым недельным гэпом. New Week Opening Gap. Здесь сразу разрыв большой формируется. Это сигнализирует о том, что цена торопится достигнуть какого-то уровня важного. Когда такая вещь формируется, значит, цена находится в фазе дистрибуции. То есть быстрой доставки цены к важному уровню. Итак, перейдем на М15. Сейчас. Здесь формировалась Азия и Лондон. Азия и Лондон, мы видим, что они формируют один сильный тренд, направленный тренд в одном направлении. Видите, да? Азия и Лондон формируют один тренд длинный. И уже исходя, то есть на основе этих двух сессий, я уже знал, как будет формироваться Нью-Йорк. Как я это знал? Благодаря профилям. Есть специальная тоже концепция, по которым формирование дней делится на 5 типов. То есть дни формируются по 5 type. Так. 5 типов формирования есть. И если вы знаете эти все типы формирования дней, вы будете смело уже знать, то есть не ожидать, а знать, что будет происходить в Нью-Йорке на основе двух этих сессий. Поэтому я уже знал то, что в Нью-Йорке будет одно откатное движение, и это движение должно протестировать ордер-блок. Ордер-блок либо от старшего таймфрейма. Поэтому я здесь вот тут отмечаю свой ордер-блок тут. Так, у нас 9.30, вот тут 9.30, начало equity Нью-Йорка. Перехожу на младший таймфрейм. Так, стоп. Вот так сделаем. Вот тут, давайте еще раз на младший еще перейду. Так, вот. Осталась минута до открытия, да? Да, 29. Осталась минута до открытия equity Нью-Йорка. И что мы имеем к этому моменту? Мы имеем вот этот рейндж. Так. Этот рейндж. Вот он. И цена находится внутри этого рейнджа. Она не покидала этот уровень. Видите, да? Вот это buy side этого рейнджа и sell side этого рейнджа. И цена находится внутри. То есть цена в консолидации формирует аккумуляцию. И выход из консолидации всегда через манипуляцию. Поэтому манипуляция – это ложное движение. Если ложное движение, то истинное движение будет противоположно движению манипуляционному. А манипуляция, она связана с ордер-блоками. Поэтому я ждал реакцию от ордер-блока здесь. Сейчас откроем. Вот открылся Нью-Йорк. Мы, смотрите, собрали buy-side ликвидность и опять вернулись в рейндж. Вот свеча забирает buy-side ликвидность и возвращаемся в рейндж. Второе движение. Забираем ликвидность теперь уже предыдущей свечи, но закрываемся опять внутри этой свечи. Не пробиваем телом.
Теперь спускаемся на ордер блок от 15-минутного таймфрейма. Видите, тестируем ордер блок, и резко цена возвращается вовнутрь рейнджа. Здесь уже формируется SMT дивергенция с US 500. Так, сделаем вот так. Смотрите теперь. Сейчас я отмечу тут ордер блок. Где находится у нас вот ордер блоки. Сейчас. 15-минутный таймфрейм. Вот он. Да. Теперь, видите этот ордер блок? Вот он. На NASDAQ. Он здесь вот. Этот же ордер блок вот находится здесь. Вот он. И теперь смотрим. Тут на S&P 500 цена пробивает этот ордер блок, а на NASDAQ не доходит. Он делает фейл. Видите, сразу цена возвращается сразу в рейндж. Так что здесь, это минутный таймфрейм, нам нужно дождаться подтверждения. Вот тут у нас есть имбаланс, но когда его цена перекроет, это будет уже инверсионным. Либо мы можем взять вот этот имбаланс, инверсионный, вот он. И должны дождаться, когда цена закроется над этим уровнем. Либо же вот этот обычный имбаланс. Уже мы должны сразу отмечать, когда цена будет идти, на это минутный таймфрейм, вот тут у нас уровень ЦИС. Если цена закроется телом, это хорошее подтверждение, что цена все выполнила свое манипуляционное действие и сейчас уже двигается внутри фазы дистрибуции. Смотрите, мы перебиваем здесь минутный имбаланс, закрываемся телом. Тестируем этот имбаланс уже, вот обратно. И следующая вот свеча делает глубокий тест. Тестируем вот уровень циста уже. И обратно возвращаемся. После теста этого. Вот тут у нас, видите, был инверсионный имбаланс. Вот он. Мы перекрыли цель телом. Здесь можно, в принципе, входить в buy. Я перейду на более старший, чуть на старший таймфрейм. И смотрите, мы здесь вошли. Стоп ставим сюда. За swing low. Просто будем работать, давайте, по RR 1 к 3. Потому что мы здесь находимся на all-time high. На all-time high некуда таргетироваться. Поэтому просто давайте на 1 к 3, либо 1 к 2 RR. Так, стоп. Мы можем чуть-чуть сократить. Вот так сделаем. Один к 3. Почему я смотрю лонги? Потому что предыдущий день у меня закрылась свеча в пятницу. Сейчас, так.
Вот видите, вот эта свеча, она закрылась бычьей, поэтому байс у меня лонговый. Если у меня байс лонговый, я уже таргетируюсь только на, буду работать на лонги. У меня уже есть SMT дивергенция, подтверждение. Здесь цена была в консолидации, но мы пробили минутный инверсионный баланс и закрылись телом выше. Давайте посмотрим, как цена дальше будет двигаться. Дойдем ли мы до таргета, либо нет. Ланч закончился. Ну а вот здесь дошли. Здесь закрылись. Вот 1 к 3 есть у нас уже. Понятно, да? У нас был байс, дневной байс, вот эта свеча. Она закрылась телом над предыдущей свечой дневной. Плюс на недельном таймфрейме мы находимся внутри фазы дистрибуции в лонг. Поэтому понедельник уже показал Азия и Лондон, лонговое направление показало, а Нью-Йорк просто продолжил движение. Все, достигли таргета, есть take profit. Дальше теперь посмотрим, как будет формироваться в следующий день. Здесь тоже ничего сложного, да, было, вроде бы понятно было. Была фаза была внутри аккумуляции, вот тут. Вот здесь была аккумуляция. Вот она была в аккумуляции. Мы сначала... Это движение называется Double Purge. Double Purge. Можете в YouTube поискать информацию насчет этого. Double Purge, что это такое? Это когда цена сначала снимает buy side, потом sell side, и после двойной зачистки, Double Purge это обозначает двойная зачистка. После двойной зачистки цена начинает истинное движение в лонг. Ну там есть еще свои секреты, детали. Если кто-то хочет полностью научиться, добро пожаловать в курс. И вот здесь был Double Purge. Было уже здесь понятно, что как будет дальше цена двигаться. То есть это Double Purge концепция, концепция PO3. Так. PO3 плюс квартальная теория и профилинг. Они все вместе в комбинации дают подтверждение мне здесь, что цена намерена дальше в лонговом движении двигаться. Поэтому я уверенно уже вхожу, не боясь, что цена сделает разворот. Когда у вас модель подтверждается, идея подтверждается одной концепцией, второй, третьей, четвертой, да, то ваш трейд будет минимально рискованным. То есть это уже будет у вас high probability. То есть сетап с высокой вероятностью отработки. Когда у вас вот эти все, либо это, либо может здесь будет, плюс еще может быть LXM модель добавится. Без разницы. Главное, чтобы несколько концепций подтверждали направление. Тут может быть еще плюс STDV тоже. То есть, когда все в комбинации подтверждает, у вас high probability setup. То есть, проиграть почти невозможно, когда есть подтверждение в комбинации этих концепций.
Итак, у нас начинается азиатская сессия. Еще один такой момент, когда у вас происходит, допустим, предыдущий день, он тупо был в дистрибуции. Это вот эта дистрибуция. Цена расширялась в одном направлении. Когда цена целый день расширяется в одном направлении, то следующий день он обязан сначала быть в консолидации. То есть цена должна здесь создать аккумуляцию, чтобы здесь собрались ордера, стоп-ордера трейдеров, чтобы здесь собралась ликвидность. Потому что дальше цена никогда не будет двигаться сама по себе. И для движения цены нужна ликвидность. Вот для вот этого движения, вот так. Вот для вот этого движения ликвидность была вот здесь собрана. Вот она ликвидность, видите? Цена просто тупо находилась здесь в консолидации. Вот. Это ликвидность, это топливо. Это, можно сказать, газ. Для движения цены. Цена сначала делает обманное движение вниз. Тут еще больше стоп-ордеров набирается. И когда здесь достаточно стоп-ордеров набрано, цена делает движение, дистрибуция, собирает стопы. И эти стопы являются топливом для движения вот этого длинного. И когда у вас вот день, внутри дня тоже такое формируется, вот здесь, можно здесь даже увидеть. Вот тут аккумуляция, здесь формируется ликвидность, забираем. Затем вот тут формируем ликвидность, вот тут, здесь уже так, происходит у нас стоп, turtle soup, сбор ликвидности. И опять цена тупо расширяется. И чтобы дальше двигаться, либо в лонг, либо в шорт, без разницы, в каком направлении, либо в лонговом, либо в шортовом, здесь сначала должна быть аккумуляция. Поэтому Азию не торгуем. Смотрим, что Азия обычно формирует. Азия всегда почти формирует у нас консолидацию, аккумуляцию. Так, вот здесь самый важный момент. Теперь, смотрите, мы здесь сформировали аккумуляцию, и вот это движение полностью сбрило ликвидность. Liquidity, так, снять, sweep. Видите, снимаем ликвидность, тестируем этот ордер-блок. Так, даже не доходим здесь. Значит, тестируем этот имбаланс, вот этот 5-минутный имбаланс. Вот так. NASDAQ тестирует этот имбаланс, а S&P 500 так, смотрите теперь здесь внимательно. Этот же ордер-блок, вот он. Вот находится здесь где. S&P 500 забирает всю ликвидность с этого ордер-блока. Вот. Зачищает. Но NASDAQ делает фейл. NASDAQ не доходит. NASDAQ. Вот, SMT у нас есть уже. SMT дивергенция. Если у нас SMT дивергенция сформировалась на sell side, то есть в дискаунте, то это обозначает об окончании шортового движения и начале лонгового движения. Здесь происходит фаза, переход фазы от шортового тренда к лонговому тренду. Тут нам нужно просто увидеть слом структуры. Слом структуры. Слом структуры есть бывает в двух вариантах, да, через Market Structure Shift, либо через CIST.
Вот это, почему? Этот high, этот swing high создал этот swing low. Поэтому этот уровень является для меня MSS. Плюс он находится внутри имбаланса. Это самый сильный такой уровень. Еще тут находится, смотрите, так, первый имбаланс, вот второй имбаланс. И вот это движение происходит после 3 часов. Так, 3 часа. Лондонская киллзон начинается после 3, от 3 до 5 часов. Вот внутри этого окна вы должны увидеть слом структуры. Слом структуры и SMT-дивергенцию. Плюс, смотрите, здесь уже цена S&P 500 делает глубокий откат, то есть глубокий тест, а NASDAQ не делает глубокий, всего лишь отсюда тестирует. Можно открыть здесь, в принципе, позицию одну. Если цена упадет ниже еще, добавить позицию, потому что у нас слом уже есть, вот слом. И есть SMT-дивергенция. Здесь позицию откроем. Если цена еще опустится вниз, то добавим. Так, цена не... Как мы видим, вот этот имбаланс удерживает цену. И отсюда начинается так, движение. И где мы самый первый таргет, куда вы должны ставить? На равные хаи. Вот равные хаи. Этот хай, этот, видите, это equal relative equal highs. Здесь первый, здесь второй таргет будет. Почему я смело здесь таргетируюсь сразу на buy side? Потому что мы уже протестировали дискаунт, и в дискаунте сформировали SMT-дивергенцию. Плюс у нас предыдущий день он закрылся, вот эта свеча, дневная свеча закрылась в бычий. Байс у меня бычий. Поэтому, как только у меня будет формироваться SMT-дивергенция в дискаунте, я буду входить только в лонговом направлении. Привет, привет, Константин. Так, дальше поехали. Есть, отработал, видите? Так, вход был у нас, допустим, вот тут, стоп, за вот этот инверсионный имбаланс. И вот к этому моменту у нас был бы уже 1 к 3, профит был бы точно. А если мы поставили стоп за, то есть середину этого имбаланса, то был бы 1 к 4. Неплохо. Итак, здесь мы уже почти находимся на пороге открытия Нью-Йорка. Итак, что мы имеем к этому моменту? Смотрите, мы имеем, уже здесь Нью-Йорк открылся, мы имеем вот эту ликвидность. Это low resistance ликвидность. Но с открытием нью-йоркской сессии NASDAQ не доходит до этого. Он вообще не забирает это, но S&P 500 забирает эту ликвидность. Но не всю. Но не всю. Так. Частично забирает. Плюс. Смотрите, у нас в дискаунте есть вот этот имбаланс 15-минутный. Вот он. И цена, не доходя до этого имбаланса, разворачивается. Не снимает вот эту ликвидность. Видите, здесь равные лои. Цена не сняла эту ликвидность. Это сигнал. То есть цена еще не закончила свою миссию в дискаунте. Наоборот, вот этим движением она создает еще один дополнительный пул ликвидности.
которую она заберет, только после этого начнется настоящее движение, истинное движение. Поэтому до этого момента нельзя входить. Ждите, когда цена формирует такое. И плюс здесь на NASDAQ цена еще не упала вообще, не двинулась почти никуда. Мы даже не забрали вот эту ликвидность. Вот, теперь со вторым движением здесь забирают ликвидность, а тут только начинается движение. Оп. Вот теперь, видите, забрали ликвидность. Вот после него можно входить. Потому что мы протестировали дискаунт в дискаунте в виде 15-минутного имбаланса. Вот. Плюс мы забрали ликвидность, всю зачистили вот эту ликвидность на S&P 500. Тем самым мы сформировали тут SMT-дивергенцию. Так. Вот. Если у нас есть SMT-дивергенция, да, значит, есть подтверждение, что от шортового движения мы перешли в фазу лонгового движения. Так, теперь у нас тут есть вот этот ордер-блок, который и формирует цист уровень. Так, сделаем вот так. Вот смотрите, мы пробили этот уровень, закрылись телом. Вот тут подтвердили, что цена намерена дальше двигаться вверх. Теперь при тесте этого уровня, вот циста, мы должны открыть позицию в лонг. Если дадут, конечно, нам. А, нет, провтыкал. Провтыкал момент. Так, а если на минуту посмотреть? Так, на минутном. На минутном тоже не давали бы вход нам. Потому что у нас МСС вот тут. Здесь был слом структуры. Так, после слома мы телом не закрылись. Видите, телом цена не закрылась выше. Не было подтверждения. Телом мы закрылись вот только здесь. После этого, если бы цена сделала бы движение откатное, такое, вот тогда можно было поймать. Но не смогли поймать это движение. Нормальный вход дали, смотрите, вот тут. Вот тут опять мы делаем слом через МСС. Вот тут у нас есть имбаланс. И видите, после слома закрываемся телом. Обратно после этого возвращаемся, тестируем этот уровень. Вот уровень. И цена отсюда отталкивается и уходит в лонг. Вот тут можно было поймать вход. Вот был уровень наш слома. И плюс здесь было прям сильное подтверждение. Структура вот эта прям очевидный был слом. Телом закрываемся вот этой свечой, затем обратно здесь тестируем и отсюда улетаем. Но тут не было.
Во вторник я не торговал. Так, поэтому это сейчас я с вами смотрю. Я ждал среды. Если кто помнит, в прошлой неделе я говорил то, что манипуляция недели у нас будет на выходе новостей ФОМС, то есть отчета Федрезерва и выступление главы Федрезерва Пауэлла. И как я и предполагал, так и случилось. То есть манипуляция недели, она случилась именно в среду на выходе новостей. Азия у нас формирует широкий рейндж. Затем Лондон. Так, сейчас я посмотрю. Где? Так. 29-е, вот. Сейчас. Ага, первый трейд был в лондонской сессии на откат. А, не, это было 27-е. А, 27-е, значит. В Лондоне отработал. Так, хорошо. 27-е. Это 29-е. После завершения Лондона был вход. Значит, здесь в 5.55. Окей. Ага, вот. Вот. Смотрите. Вот тут мы здесь сформировали SMT-дивергенцию. Вот. Это было подтверждением, что все, здесь цена уже делает разворот. Плюс к этому моменту мы здесь сформировали опять ликвидность, low resistant ликвидность. Вот она. Вот это движение, ни одно из этих хаев не было взято. Они все открытые. Поэтому здесь я ждал слома структуры. Вот это был самый low. Вот это сейчас сформировало самый нижний low. Поэтому первая медвежья свеча до бычьей у меня будет уровнем цист. И как только цена закрылась телом над этим уровнем, я здесь искал позицию для своего входа. Вот здесь у меня был имбаланс на минутном таймфрейме. Как только у вас формируется SMT-дивергенция, вы должны искать здесь слом. Подтверждение для вашего входа. Вот тут будет МСС. Этот swing high создал этот swing low. От теста открываем здесь позицию в лонг. И таргетом будет у меня вот этот high лондонской сессии. Стоп вот сюда. И смотрите, сам такой интересный момент. Видите вот этот уровень, да, который я отмечал здесь, цист. Вот он. Так. Вот этот уровень. И как цена реагирует на этот уровень. Один раз мы первый раз пробили.
Вернулись, протестировали. Второй раз пробили этот уровень, затем опять возвращаемся, тестируем именно этот уровень. То есть здесь было 2 раза возможность войти. Прям идеально, чтобы ваш стоп-лосс даже не близко не подошли, даже понюхать не дали бы. Вот. 2 позиции, самые идеальные позиции для входа. Эта среда у нас в среду должны выйти это в новости. Так. До новостей. Сейчас я включу индикатор новостей. Еще есть время. Вот тут новости еще. Вот смотрите, как я здесь. Первый вход был здесь. Вот тут я добавил еще позицию. Take Profit первый были вот эти хаи. Сейчас я вам покажу. Тут я закрыл позицию. Здесь закрыл. Когда цена перевернулась тестировать вот этот имбаланс 5-минутный, я опять вошел в позицию. Но после этого мы сделали глубокий откат, вернулись к этому ордер блоку. Вот. Это было манипуляцией. И после этого я опять добавил позицию. И тут отработка. Теперь объясню здесь, на графике. Вот эти равные хаи были первым моим тейк-профитом. Вот тут. Здесь зашел, вот тут закрыл позицию. Затем на 5-минутном таймфрейме так. Вот это, вот ордер блок, этот. Тут вошел, опять добавил позицию. Ладно. Открылась нью-йоркская сессия. Нью-Йорк. И тут еще одно подтверждение было. Вот тут я добавил позицию. Почему? Потому что снова SMT. Вот. Видите, S&P 500 забирает этот лоу, а NASDAQ делает фейл. Мы не забираем здесь этот лоу. Мы здесь формируем SMT дивергенцию. Плюс вот этот имбаланс удерживает цену. Я тут добавил опять позицию. Еще. И таргет был вот этот хай. Все, закрыли. И как только мы закрылись, я тут вхожу уже в шортовом направлении. На минутке. Почему я здесь зашел в шорт обратно? Так, сейчас. Вот видите, вот вход в шорт здесь обратно зашел, позицию открыл.
Вот тут я зашел в шорт, в шортовом направлении. Здесь зашел в шорт в шортовом направлении, потому что у меня ликвидность здесь, видите? Скоро здесь вот в 14:00 будет выход новостей. Будет ставка Федрезерва и плюс пресс-конференция главы Федрезерва в 14:30. Это самая сильная новость из всех. Она самая волатильная, самая мощная, которая дает просто бешеную волатильность в рынок приводит. И к этому моменту цена, алгоритм создает вот эту всю ликвидность. Вот видите? Формируется ликвидность. Это все делается для именно вот этого события. Вот эта вся ликвидность подготавливается для выхода этой новости. Поэтому я здесь открываю шортовую позицию. Первый таргет у меня вот эти равные лои. Второй таргет вот эти равные лои. Смотрите, цена здесь делает уже это 3-минутный таймфрейм. Вот эта свеча, я вам говорил, что эта свеча называется Displacement Candle. Она сигнализирует о том, что вот это движение является сломом структуры. И внутри, то есть имбаланс, который формируется внутри этой свечи, всегда сильный имбаланс, который удерживает цену. Когда цена сформировала эту свечу и создала имбаланс, я ждал отката вовнутрь этого имбаланса. И когда цена пришла, я открыл еще одну позицию. Вот тут цена пришла, потом пришла еще раз, протестировала этот уровень. Но, как мы видим, на 3-минутном таймфрейме ни одна свеча не смогла закрыться телом над диапазоном этого имбаланса. И после этого цена упала. Вот тут я закрылся, вот мой первый take profit. Первый таргет был достигнут, вот он. Теперь, второе движение. Здесь я опять вошел в позицию, потому что у меня стоял второй таргет, вот эти лои. Вот они. Но цена сначала сделала пробой, но потом обратно начала возвращаться в премиум. Потому что мы к этому моменту создали вот этот рейндж. Вот он. И тут я отметил еще цена, когда еще не достигла вот эти уровни. Первый уровень имбаланса и этот брейкер-блок. Смотрите, как цена отталкивается от этого брейкер-блока. Вот этот медвежья свеча, она есть брейкер-блок. Вот раз протестировали, 2-3 раза протестировали. Не смогли пробить. И тут я уже заранее отметил, вот написал, что вот тут у нас будет первая фаза Silver Bullet, вот здесь формируется. То есть я здесь ждал начала Silver Bullet. Silver Bullet, вы знаете, да, то, что это такое движение, когда цена за короткое время преодолевает большую дистанцию. То есть цену доставляет к пункту назначения в короткий срок. То есть внутри короткого времени происходит импульсное движение, импульсное падение должно быть. Здесь я заранее отмечаю, что вот скоро здесь должно произойти это событие. Но до этого цена либо вернется, протестирует этот брейкер-блок, либо сделаем откат от этого имбаланса. Поэтому я отметил этот брейкер-блок и этот имбаланс. Плюс еще вот тут тоже был не протестированный имбаланс, это являлся breakaway gap. Вот я здесь уже отмечаю вот этот breakaway gap, breaker блок, помните? И как мы видим, вот цена, когда обратно пришла тестировать, я зашел еще раз, открыл позицию, и после этого цена падает. Вот это движение было на первом выходе новостей. Здесь выходила новость
ставку, когда объявили, ФРС объявила ставку, здесь первое движение, я поймал это, вошел, затем здесь уже выход Пауэлла был, и цена упала. И как мы видим, вот второй take profit и третий take profit у меня сразу одним движением я забрал. Дальше уже был вот этот take profit, вот этот low. А нет, это уже пятница. Это 31. Так, сейчас мы вернемся теперь к графику. Я сразу прокручу на 5 минутки. И объясню вам. Так. Вот первый выход новостей, видите, вот цена приходит, тестирует вот этот брейкер блок. Вот он. Можно этот, а я вообще здесь взял вот этот уровень. Этот брейкер, вот он. Тестируем этот брейкер блок, вхожу в позицию, затем цена падает. И тут уже, вот тут было видно, что цена здесь формирует MXM модель. MXM, так. Sell model. И первый таргет у нас всегда оригинальная консолидация. Вот она была. Это мы забрали. Это мы заберем. Я таргетировался вообще вот сюда. Вот это прям... Так. Это вот начало всего этого движения. Первая оригинальная консолидация. Но NASDAQ не доходит до сюда, но S&P 500 забирает эту ликвидность. Видите, вот этот уровень оригинальной консолидации вот здесь. И тем самым мы здесь формируем опять SMT дивергенцию. И все. И отсюда цена уходит опять, отталкивается, делает разворот. Дальше я уже не торговал, потому что все, уже дальше здесь нечего ловить. Основное движение поймали. Я потом убедился, что я правильно сделал, что не торговал. Видите, цена еще раз здесь сделала обманное движение. Вот тут у нас произошел опять double purge. Здесь то есть аккумуляция и зачистка. Сначала забрали sell side, очистили. Sell side, а потом вот buy side забрали. Забрали buy side, вернулись обратно, закрыли здесь. Ждем уже следующий день, пятница. В пятницу у нас Азия начинается, и Азия сразу идет, забирает хай предыдущего дня. Вот. Previous day high здесь мы забрали. ПДХ. Так, это четверг был, да? Лондон в аккумуляции у нас. И теперь объясню вам ценовое движение, что было до этого момента. Сейчас.
Смотрите. Тут у нас после вот этого движения, когда мы забрали buy-side ликвидность, цена опять ушла в аккумуляцию. Вот она. Здесь опять цена находилась в аккумуляции. Затем выход с аккумуляции через манипуляцию. Вот манипуляция. И вот эта дистрибуция была. В Азии дистрибуция. Была дистрибуция. Тут опять цена формирует аккумуляцию. Можем даже так сделать вот так. Во время дистрибуции мы формируем новый range. Вот этот high, этот low. Это range новый. И теперь что цена делает? Сейчас разделим этот range на премиум и дискаунт. Вот наш дискаунт, это премиум. Это range. Цена возвращается в премиум. Мы тестируем здесь имбаланс. Вот. 5-минутный имбаланс. И отсюда получаем реакцию. Все. Если мы здесь уже вот такое движение было, все. Цена не больше, как вам сказать, не обязана опять возвращаться вверх в премиум. Потому что мы уже здесь сбалансировали премиум. Вот это движение было. Плюс мы здесь уже вот Азия. Так. Смотрите, вот Азия и Лондон. Азия здесь формирует. Так. Сейчас. Можем вот так сделать. Здесь формируем у нас... Так, где это было? Protected High. Почему? Потому что вот это движение забирает все вот это, то, что накоплено здесь, вот эту ликвидность. Плюс это у нас High Resistance ликвидность. То есть здесь цене больше нечего делать. Тут нету никакой ликвидности. Одним движением упали. Поэтому уже в Нью-Йорке можно ожидать, что цена продолжит свои движения в шортовом направлении. Потому что здесь еще вот осталась ликвидность, которую не забрала, NASDAQ не забрал. Вот эта ликвидность, она еще открытой. Плюс это движение, вот этот low и этот, они формируют равные лои. Это equal lows. Вот равная ликвидность. И тут тоже. Поэтому... Так. Еще одно подтверждение. Видите, вот эта свеча. Она закрывается внутри предыдущего дня. Вот. Bias. Наш daily bias шортовый, потому что мы не смогли закрыться телом над этой свечой. Поэтому bias к этому дню у меня шорт. И я буду ждать формирования SMT в премиуме. Либо так. И оттуда буду входить. Так, ждем теперь Нью-Йорка. Нью-Йорк у нас вот тут. Так. Смотрите, Нью-Йорк сразу начался без манипуляций. Без манипуляций. И здесь мы сформируем новый рейндж. Сейчас сначала посмотрим, чтобы дождаться до разворота. Но уже здесь забираем ликвидность. Вот эту забрали ликвидность. Почти забрали. А нет. Вот создали еще одну равную ликвидность. Здесь формируем равную ликвидность.
Вот теперь достигли премиума. Смотрите, теперь разделим это на премиум и дискаунт. Вот премиум, дискаунт. Так, ну-ка, имбаланс. Да, вот первый 15-минутный имбаланс, второй. Вот он. Так. И так. И смотрим теперь. Здесь формируется, помните, я говорил то, что я должен увидеть SMT-дивергенцию в премиуме. После этого я здесь уже смогу войти в позицию. Вот тут мы формируем SMT-дивергенцию. Смотрите. S&P 500 делает fail, а NASDAQ забирает ликвидность вот с этого свинг-хая. Вот, мы забрали. Тут можно открыть позицию на продажу. Теперь смотрим. Вот этим движением, которые мы не забрали, вот этот лоу, мы сформировали новую равную ликвидность. Можно таргетироваться смело туда. Вот, забрали. Теперь здесь опять мы сформировали SMT-дивергенцию. Прям мощную такую. Вот этот лоу. Вот этот. Опять SMT-дивергенция. У нас здесь было еще, предыдущий день был сформирован. Вот он. И здесь снова сформировали SMT-дивергенцию. Все, дальше уже можно было не торговать, потому что это конец дня. Мы достигли таргетов. Все, и закрылись в шортовом направлении. Четверг. Теперь, если посмотреть на общую логику, как цена здесь формировала движение, да? Сейчас на М15 давайте посмотрим. Смотрите, до среды мы формировали MXM модель, кривую покупок. Вот она. И теперь после среды, после выхода новостей, то есть вот с выходом новостей, мы здесь запускаем MXM модель, теперь кривую продаж. Вот она. Это кривая продаж. И как цена, смотрите, работает с этими фазами. Мы здесь сформировали SMT, но если посмотреть это, сравнить с S&P 500, то тут намного четче и... Так, вот. Удалить все объекты. Прям идеальная MXM модель. Идеальная. Вот наша начальная фаза, оригинальная консолидация. Потом дальше первая фаза аккумуляции. Затем тут, так, вот формируется вторая фаза реаккумуляции. Так, вторая фаза. Тут у нас SMR, Smart Money Reversal. И начинается фаза дистрибуции, то есть очистки вот этой всей ликвидности. Все вот это движение можно заранее прочитать, заранее спрогнозировать в каждом из этих инструментов. Хоть это S&P 500, хоть это NASDAQ. Есть специальные инструменты, есть специальные концепции, которые дают точность почти 99%. Докуда цена дойдет, откуда она будет разворачиваться.
Все это можно заранее прогнозировать. Если вы знаете, если знать опять-таки эти концепции, эти инструменты. Если кто-то хочет более углубленно понять или все-таки собрать все свои знания в одну систему, добро пожаловать, я жду у себя в курсе. Все, кто прошел у меня обучение, они понимают и они точно уже знают, как надо работать. Я могу показать даже переписку наших ребят. Там они все уже полностью работают по этой концепции. Вот. Пример одного из учеников. Вот видите, полностью аккумуляция, манипуляция. Вот таргет будет здесь говорить. Один из студентов, который прошел обучение. Здесь. Вот. Второй. Открывает позиции. Если кто-то хочет... Вот поймал тоже ученик. В шорт на сел открывал. И вот таргет здесь стоит. Отчет от MetaTrader. Вот вход, здесь таргет полностью. Все студенты уже знают, как работать, полностью работают по системе этой. Без проблем. Так что если кто-то хочет понять, оригинальная консолидация – это старт MMXM модели. Это стартовая фаза, это точка отправки, откуда начинается MMXM модель. Начальная точка. А аккумуляция, реаккумуляция это фазы, где накапливается ликвидность. Это фазы, где накапливается ликвидность. Первая фаза аккумуляции, потом вторая фаза реаккумуляция. Окей, дальше двигаемся. Так, это уже четверг закончился. Переходим к пятнице. Так. В пятницу уже было ясно. В пятницу от формирования Азии и Лондона, там мои уже студенты уже говорили, так, где это пятница, 31 где. Вообще они уже, когда это было сформировано, уже знали, как будет формироваться Нью-Йорк. Все уже здесь знали. Так что в пятницу все отработали отлично студенты. Тут тоже... Так. Сейчас. Здесь опять вот аккумуляция, манипуляция. Манипуляция – это дистрибуция. Так, и последний трейд. Вот мой трейд. Вот тут я вошел в позицию, и первый таргет было вот это 15-минутный имбаланс был, первый таргет. Второй таргет был вот этот лоу, но, как всегда, сейчас покажу вам. Вот смотрите, это 15-минутный у нас таймфрейм, вот тут есть имбаланс, вот он. Здесь прям 0,5 уровень у меня был таргетом первым. Вот тут я входил. Вот тут входил. Второй таргет у меня находился вот здесь. И третий таргет у меня находился уже вот этот лоу. Но все началось прям идеально, хорошо. Но потом, как всегда, S&P 500. Все-таки S&P 500, он более тяжелый актив, он более мощнее, у него больше ликвидности. И поэтому чаще всего выполняет
как вам сказать, в S&P 500 концепции работают точнее. То есть они доходят до своей фазы. А в S&P, на NASDAQ нет. И как мы видим вот здесь, вот у нас опять формируется SMT-дивергенция. Тут я уже, когда достиг здесь таргета, здесь зашел в шорт. Но когда у нас сформировалась SMT-дивергенция, я закрыл позицию. Вот тут. И после этого цена все развернулась, ушла в консолидацию. Больше я не торговал потом. Вот мы здесь... О, поздравляем, спасибо. Так. На М5. Ну-ка. Да, вот мы здесь дошли до этого ордер блока. Вот он. От него получили реакцию. И тут, вот когда началось это движение, я хотел открыть позицию, но посмотрел на время, что уже все. Это пятница. И в пятницу после окончания PM Нью-Йорка цена всегда вот такая вялая. Там уже движения нету, там мертвое движение, там ловить нечего. Поэтому не стал уже открывать позицию, закрыл уже потом график. Все. В целом вот. Да, все вот это движение, оно было для чего? Для FOMS. Для FOMS. Для выхода вот этого основной новости. Потому что где-то 75% ликвидности, которая была сформирована в течение недели, то есть в первой половине недели, забрали именно на этой новости. Вот эта свеча новостная. И как мы видим, если мы разделим вот этот рейндж, так, сейчас. Если мы разделим вот этот рейндж на четверти, так, квадранты, вот, смотрите, вот ровно 0,75, видите? Сейчас я все это выключу, чтобы было четко видно. Вот, ровно 0,75 на одном движении зачистили вот эту всю ликвидность, которая была сформирована была на неделе. Поэтому я на прошлой неделе еще говорил то, что основное событие на следующей неделе будет выход этой новости. И эта новость будет служить манипуляцией для недели. И плюс к тому, что это было уже, эта неделя была последней в цикле месячного цикла, то есть месячный цикл у нас закончился, октябрь, со следующей недели начинается новый месяц, новый цикл по квартальной теории, новый цикл по PO3, аккумуляция, манипуляция, дистрибуция. Так что будем ждать, как будет формироваться новая неделя. Но, скорее всего, новая неделя, она будет... Первая неделя я ожидаю, что сейчас посмотрим, какие новости у нас ожидают сначала. Так. Окей. Ставка по безработице. Так, пятницу, значит, с большой вероятностью, что следующая неделя будет в консолидации, и к концу недели у нас будет начало, такое сильное начало, сильное импульсное движение, может быть, на выходе non-farm, то есть отчета по безработице США. Так, сейчас. Теперь посмотрим, как у нас вообще закончилась неделя. Так. Вот неделя, давайте уберем это все, посмотрим.
месяц. Ну, в месячном цикле мы все еще находимся в бычьем направлении. На недельном, так, на недельном вот такая свеча, это сигнал разворота. Хоть мы еще не закрылись под этим уровнем, но когда мы уже сформировали вот такую свечу, когда у нее длинный хвост в премиуме, то это большой сигнал, то что цена, скорее всего, может развернуться в шорт. Плюс у нас есть тут еще не отработанный вот этот гэп, да, New Week Opening Gap. Плюс, так, эта неделя, вот на daily. На дневном у нас еще есть, здесь они обработаны имбаланс. Так что тут еще есть у нас цели в дискаунте, поэтому следующая неделя может, если она будет формироваться в консолидации, к концу недели мы можем еще глубже упасть. К концу недели. И вторая неделя нового месяца может будет уже манипуляцией. Посмотрим. Все, спасибо всем за внимание. Хороших выходных. Если у кого-то есть вопросы, возникли вопросы, можете писать в Телеграме, подписывайтесь, пишите комментарии, это будет самой лучшей поддержкой для меня. Это все бесплатно, тем более такие вещи больше нигде вы не найдете, я точно уверен. Чисто в качестве знак благодарности я был бы рад увидеть хоть негативные, хоть позитивные комментарии от вас. Все, кто хочет еще глубже понять, как действует алгоритм, кто хочет выйти уже на другой уровень в системную торговлю, добро пожаловать в курсы. Жду вас. Буду рад вас видеть в своей команде. Тут нету в моем курсе, я вам гарантирую, воды, абсолютно никакой воды нету. Все самые-самые смачные знания в ICT, в портальной теории собраны в одно, и все это преподносится понятным, самым простым языком. Всего доброго, до свидания, хороших выходных, удачных выходных вам. Пока-пока.